А у нас в магазине Loud Sound сегодня вот такие вот гости. Это сам Григорий Кашин. Кто не знает, это человек, который не просто привез Sundown Audio в Россию, а можно сказать, организовал вот это SPL-ное движение, потому что вот этот человек первый, кто вот эту нишу занял соревновательных сабвуферов, усилителей. Экстремальные повседневы тоже. Тогда не было железа, которые могли бы удовлетворить SPL-щиков, спортсменов, либо там владельцев злых повседневов. Гриша привез Sundown, тогда SA серия, да, была, вот эти первые Nightshade назывались еще, да, это спортивные были. Вот, и сегодня Гриша про меня снял видео, про наш магазин. Ну, тут походили, посмотрели все, и Гриша расскажет вам своими глазами про наш магазин у себя на канале. Я сделаю ссылочку, можете тоже на него подписаться, там у них иногда интересные проекты бывают, интересные всякие конкурсы. Да, с конкурсами, да, мы иногда так развлекаемся, бывает очень-очень неплохо. Большинству подписчиков, в принципе, нравится, но особенно тем, кто выигрывает в этих конкурсах. Кто проигрывает, конечно, обычно говорит, что мы все подстроили, как бы все куплено, все не так, как должно было быть, но мы все равно стараемся, все равно это делаем, нам прикольно, и, собственно говоря, всех это развлекает. Ну вот, собственно, да, мы в Ростове, вчера был финал Дилитрага, ну, собственно, я об этом уже в своем видео говорил. Да, это все увидите в Да, Грише. у Саши готовится большой обзор, вот, он вчера по площадке был, собственно говоря, везде. Ну, он уже готов, и вы его увидите через 3 часа уже, ну, вот на момент записи. Его переводят, у нас теперь субтитры английские, и вот каждое видео нужно переводить, пока не переведут, теперь вы не можете увидеть из-за наших англоговорящих друзей, да, чуть-чуть задерживается, но зато более, сразу в качестве вы смотрите. Вот, и Гриша, раз приехал, надо снять обзор. Но у Гриши с собой ничего нету, кроме кружки мы вот подарили. Да, у меня есть кружка Loud Sound, теперь хотя бы с басиком. Отношение к автозвуку я имею. Вот, но... Вот, я приехал, собственно, меня вчера на площадке люди спрашивают, ты что-то привез? Я говорю, я сам приехал посмотреть, поснимать, чтобы было интересно. Вот, поэтому снимать там как бы в плане автозвука нечего, но есть какой-никакой автомобиль, значит, это BMW, а так как у нас Александр тоже в какой-то мере поклонник марки BMW, мы решили такой мини-тест-драйв, наверное, устроить, да, собственно, сравнение такое, значит, одного ширпотребно повседневного автомобиля BMW с другим. Вот, я не знаю, что сейчас у нас получится, да, Саша, я думаю... А что у нас получиться должно? У нас 2-тонная машина на 20-х колесах с 300 килограммами музыки и новенький полноприводный 320D. Ну, я думаю, может быть, произойдет чудо, и я увижу Гришу на горизонте, но я думаю, что она должна... Полноприводная тройка, ребята, вот она, мы сейчас пойдем сделаем ее обзор. У нас, вы знаете, все обзоры необычные, Вон она стоит. У нас как бы обзор в основном автозвука, мы делаем изредка автомобили, мы не лезем в обзоры автомобилей. И, как я уже говорил, вы знаете почему, вы видели Эрика Давидыча, и вы должны понимать, что Эрику Давидычу нужно много кушать, а если мы начнем снимать обзоры про автомобили, Эрику Давидычу будет нечего жрать. Поэтому мы снимаем только обзоры наших автомобилей, наших друзей, или очень какие-нибудь яркие обзоры автомобилей, которые не... Вот РАМ у нас недавно был. Кстати, ты смотрел про РАМ? Нет, Гриша нас не смотрит. Гриша, подпишись на Loud. Я подписан на Loud Sound, я подписан на тебя, я иногда смотрю канал. У нас был обзор про Dodge Ram, а Гриша не смотрел. Все, я знаю, что он был. Я знаю, что он был. Мне сейчас кажется, что... Я видел фотографию, рядом человек, большой рэп, по-моему, 2500, по-моему, был, или нет, или 1500. Я не разбираюсь. Ну, какой-то новее, чем у тебя был. Ну, естественно, поновее. Я же рановод со стажем и уже, в принципе, завязался. Ну, я потом посмотрел, я думал такой же, но там какие-то фары другие. Там другие. Я не очень различаю. Ну, там 5.7 мотор был, вот этот Хеми, то, что я знаю, и все. Дальше я не разбираюсь. Я заметил рэм, я оценил, как бы, но я просто пересел на BMW, поэтому... Короче, что мы будем делать? Просто посмотрим, покатаемся, или реально хочешь сравнить? Мне просто кажется, давай там... сядем покатаемся, пока на ней немножко ее покажем, а там, если уж мы действительно почувствуем драйв, то, может, и заедем. Ну, давай, пойдем. Ты хочешь, чтобы я за руль? Хорошо, давай, на. Все, в общем, мы поехали. Вот Саша... я сел в машину, как сидит Гриша. Для меня это лежит. Но тут трассовый режим, супер удобно.
и сразу... Это моя нормальная посадка, на самом так деле. всегда ездишь? Да, ну и я просто чуть-чуть Я думаю, да, если мне... забыл, как она называется, тяга. Ну, в общем, да, если спину... Если мне подкачать спину, вот, короче, у нас такой маленький, раз уж Гриша заехал, у нас маленький ликбез по бодибилдингу. Когда вы подтягиваетесь, вы ширину качаете, а когда вы... как это называется, забыл? Тяга... Ну, делаете тягу в наклону поясу, да. или тяга широким узким хватом. Едет грузовик. Это вы качаете объем. Толщину спины. Да, если бы я вот подкачанный был чуть-чуть больше, я бы, наверное, как раз вот так бы и сидел. Сразу первое же, что надо заметить, что боковая поддержка гораздо лучше, чем в пятаке. И это ну, не опция, да, это сейчас? Ну, нет, это не базовый салон, это салон спортлайна, то есть это спортивные сиденья, как бы это опция. Вот, ну, для данной комплектации она идет в базе, то есть это спортлайн у нас, как бы, поэтому он идет с такой вот красненькой штучкой. Она как-то называется анодированный, что-то Да, надо зайти в спецификацию и смотреть. Тут красная прострочка везде, спортивный руль у нас тоже. Вот. Но вот регулировки здесь, к сожалению, механические, поэтому Саше придется немножко повозиться, чтобы усесться. Да, я уже почти... Ну вот да, BMW тем, собственно говоря, нам всем и нравится, что идеальная посадка находится практически сразу и без особых усилий. Да, здесь, кстати, есть выдвижной этот... вот мне его очень не хватает. Это супер удобная штука. Не знаю, как показать вот на видео. Да, вот эта вот вещь, вот мне ее очень не хватает. Вот она поддерживает колени, вообще супер. У меня когда-то спортивные сиденья стояли, они вот... У них сиденье само далеко шло, и очень удобно, когда подпирает под коленки, прям ноги отдыхают, педали нажимаешь, ноги не поднимаешь. Я буду сравнивать тогда с пятеркой, да, потому что тут, во-первых, класс другой, а во-вторых, эта машина уже, следующего поколения. У меня пятерка дорестайлинговая, с момента рестайлинга много чего поменялось. И вот есть вещи, которых я лишен. Вот, например, давайте посмотрим. Может быть, в более дорогих комплектациях моего года это и было, но здесь уже вот у нас есть шикарная вещь: спорт, комфорт и эко-про. Вот здесь есть кнопочка вверх-вниз. Да, давай заведем машину, он сразу покажет на дисплее, что все это делает. Вот, то есть он заводится в стандартном режиме комфорт. Вот, и, соответственно, если мы эту кнопочку нажимаем, там у нас, по-моему, 4 режима. Вниз это Эко-Про режим. Да, вот показываем здесь сейчас. Да, он сейчас покажет красивую картинку такую. Вот, он, значит, во время движения, помимо там чего-то там регулирования, он еще, по-моему, регулирует заслонки и работу кондиционера. Вот, и там он, значит, пытается показывать якобы сколько сэкономили. Да, уже. сколько сэкономили. Реально, экономия. То есть, если ездить без Эко-Про в режиме комфорт, то проезжаешь чуть-чуть меньше. Вот, дальше у нас, я подожди секунду, еще объясню, Давай. как это работает. У меня просто в копейке тоже такое есть. Я объясню, как этот Эко-Про работает. Вот когда он стоит, реально экономия топлива происходит. Включается этот старт-стоп дурацкий, я его всегда отключаю. Его надо выключать только прошивкой. Он всегда в стоке включен. Он же есть, да, у тебя здесь? Да, но он сейчас просто, когда машина заведена, он первое время его не активирует, чтобы, видимо, дозарядить аккумулятор или еще что-то. Или прогреть двигатель. Он еще не включается, когда кондиционер там не нагрел салон и все такое. Но в чем смысл? Когда вы находитесь в режиме Эко-Про, у вас машина овощ. То есть вы, чтобы поехать, в принципе, она понимает, что вам надо поехать. Но для этого вы должны будете в пол давить, и тогда она этот Эко-Про забивает, на него едет. Все остальное у вас, педаль газа становится, как будто бы у вас мотор, для дедушек. Вы нажимаете, она не едет. То есть это для езды по пробкам, для такой обычной езды. Комфорт. Это у нас что-то среднее, она, в принципе, педаль приемистая, переключает передачи, держит в нормальном режиме, то есть не повышенный. А спорт у нас, вы всегда едете на повышенных, у вас постоянно рывки, тычки, ездить просто в этом режиме некомфортно. Я вот по копейке знаю, даже по трассе. Если валишь, тогда вот этот спорт включаешь и кайфуешь. Если в городе, то вы задолбетесь, вас будет в спину пихать все время сиденьем, машина будет рвать. Вот, и расход соответствующий. Тут есть еще один режим, тут есть Спорт Плюс, кстати. Можно еще раз ткнуть. Это потому что Спортлайн. Есть, вот еще раз дальше. Спорт Плюс, он деактивирует систему. Я, правда, не знал. Они просто в базовых версиях просто до спорта он DTC выключился. Да, то есть он выключает, значит, динамическую стабилизацию, но она все равно... А если я эту кнопку подержу, он сейчас что-то еще выключит? Да, он уже выключен. Он еще что-то выключит. Это он... Все, он выключал трекшн контроль, то есть можно буксовать. Да. А теперь он выключил еще и стабилизацию, то есть у нас машина полностью, что вы с ней сделаете? Да, полностью механическая. Она вам все
уже ничего не простит. Если вы поедете боком, то она поедет боком. Вот. Но я вот по себе знаю и по пятерке, и по копейке, вот в режиме отключенного трекшена, он снижает чувствительность системы стабилизации. Это по ощущениям, я могу ошибаться. То есть он вам дает возможность немножко делать занос, легкий дрифт. Вы это можете делать, но как бы с умом. Никакого фанатизма не будет. А вот с выключенным полностью можете давать угла любого. Можете даже на месте крутиться. Здесь что сразу бросается в глаза, вот подсвечено гораздо приятнее, вот эти вот ауры вокруг центра. Вот их и на старой тройке у меня не было, на копейке нет, на пятерке нет. Эта машина уже, ну, самая последняя, что делать сейчас BMW. Вот эти мелочи всякие появляются, я вот на них сразу внимание обращаю. У нас здесь вот можно отрегулировать яркость подсветки. Но всегда у всех вот ядерно вот какая-то ambient называется, оранжево-красная. Вот энтузиасты, любители BMW это любят. Красная строчка приятная сделана. Салон тут комбинированный, да? Тут Ну это нет, это просто эко-кожа, он не комбинированный, это просто вот как называется-то, забыл у них название для эко-кожи. Это такой хороший маркетинговый ход. Они не просто делают недорогую, да, обшивку, они говорят, мы при этом не убиваем животных. Это, да. Ну, это экологично. Мы заботимся об экологии, мало отходов, мы никого не убиваем. То есть вы, покупая салон не кожаный, не только экономите деньги, но еще и чувствуете, что вы причастны к чему-то великому. Это вот такие маркетинговые ходы. Да, еще рассказывают, что он якобы более износостойкий, чем обычная кожа, но я, честно говоря, в это не очень сильно верю. Но, тем не менее, приятно, как бы, еще приятный плюс этой комплектации, задние сиденья, кстати, складываются, но это надо делать из багажника, поэтому сейчас этого делать. Да, и у меня также и в пятаке, и в тройке было. Да, причем все раздельно складывается, можно и центральную часть сложить отдельно, и каждую из половинок сиденья. Так что очень-очень такая удобная для перевозок крупногабаритных грузов или установки басухи, как это сделал Саша в своей F10. Ну что, тронемся куда-нибудь? Да, поехали. Надо будет пристегнуться, потому что здесь будет машина ругаться, если это не Да, надо сделать. всегда пристегиваться, обязательно всегда пристегивайтесь. Я тоже пристегнусь, вот, потому что я не за рулем. Гриша тоже. Да, так что все безопасно. Я, кстати, вот, лежу, как выразился Александр, но в этом моменте вот мне вот комфортно вот так, да, именно в таком положении. Так, ну раз уж мы снимаем обзор, что про все говорить. Про ручку не сказали. Это ручка вот достижения BMW, и я считаю, это вот одно из самых лучших решений в автомобиле. Здесь нету вот этого лабиринта дурацкого, и даже свою старую вещь, прямая ручка вперед-назад, которая тоже была удобна, еще проапгрейдили круче. И у нас здесь есть всего 3 положения. Считая Sport 4, то есть у нас по центру задняя, драйв, и переключая сюда, мы включаем спорт. Я вот, честно говоря, не знаю, как они стыкуются здесь. По-моему, это только коробка переходит в спорт, а все остальные системы остаются нормальные. Но теперь вы можете толкнуть ее вперед или назад, и при этом у вас включится ручной режим. Вот здесь загорится М1. Это не значит, что вы теперь на М-ке едете, это просто он manual говорит, что 1-я, 2-я, 3-я передача. Ну и чтобы вернуться, дергаете назад. Короче, если вам быстро надо обогнать, не надо ничего нажимать, у вас рука всегда здесь, вот раз, и у вас машина сразу переходит в повышенную передачу и начинает ехать. Так, сразу чувствуется то, что габариты чуть меньше. Как бы, вот мне сейчас комфортнее. В пятаке, надо признать, так сидишь в корабле, есть какое-то вот чувство дискомфорта, особенно после 10 лет езды на фокусах, на маленьких автомобилях. В пятаке это корабль. Здесь машина ощущается меньше, хоть и вот сидеть по пространству внутри, я не скажу, что тут как-то вот меня сейчас обделили и мне теснее. Действительно, вот они стараются далеко классы друг от друга не отодвигать по размерам. И в тройке, а вот посмотри. Да, легендарный F13, это Артем. Чемпион почти, или как это? Что, стартанем? С чем, на этом что ли? А музыка есть? Музыка, да. Валит штатка. Громче вечности, понял? Вечнее вечности. Ладно, давай. Так, вот здесь я всегда цепляю. Мне здесь далеко достаточно еще. Так, и мы выключаем кондиционер. Сейчас немножко проверим, как она действительно ли вот снизов. Вот мы сейчас разгонимся, я включаю спорт, включаю коробку, вот этот спорт плюс, и нажимаем в пол. Ух, аж подшвыривает. И вот
сотня уже, ну, сразу, как бы машина весела, очень весело, приятно. Не пятерка, сразу скажем. Ну, может быть, поспорить с копейкой, может быть. Но мне кажется, что полный привод с места ее быстрее выдернет. Мы сейчас не с места стартовали. По мягкости, ну, не знаю, у меня 20-е колеса стоят, низкий профиль и очень жестко у меня сейчас ездить в пятаке, поэтому я не смогу здраво оценить, что насколько тройка жестче там, но то, что вот она по управляемости резвее, это вот однозначно. То есть я чуть-чуть руля дергаю, несмотря на то, что здесь стоят заводские обычные диски, не низкий профиль, она вот прям вот до миллиметра руль повторяет. И Ну вот по моим ощущениям я могу сказать, что машина даже вот в Sport Plus, она достаточно комфортная. То есть как бы я вот помню, по Ростову ездил на X5, и даже несмотря на активную подвеску, он чувствовал вот все эти неровности, которые здесь называются дорогами, вот гораздо острее. А на трешке очень-очень комфортно, вот, ну, по крайней мере, на штатной резине 17 передвигаться как бы вообще без проблем. То есть в этом плане комфорта этой машины действительно на высоте. Ну, вот, я даже, ну, не знаю, там ставить на нее диски какие-то или нет, потому что реально... Вот, да, от этого сложно отказаться. Я тоже, вот когда ездил на 17-х, на пятаке, это ощущение вот незабываемое. От этого быстро, конечно, потом привыкаешь быстро к низкому профилю. Когда каждый раз подходишь к машине, думаешь, да похеру, что мне кочки все объезжать надо, как же она круто смотрится. Но... Дизель. Блин, вот BMW, по-моему, первый, да, кто научился дизеля делать с уклоном в спорт. Да. У них были еще какие-то давние презентации, я смотрел, что тест, они дизеля с бензинами сравнивали, гонялись, но не знаю, кто еще, наверное, сейчас куча машин уже с дурными дизелями, но они как бы сломали этот стереотип, что дизель это дешево, экономно и так далее. Тут они сделали упор на то, что машина хорошо с низов стартует, и развили эту идею. Дизеля с турбинами у них очень веселые. Ну и плюс, наверное, экономные. Сколько у тебя расход показывает? 6,5. Да, охренеть. 6,5. Я не видел таких цифр давно. То есть у меня по трассе 9, если я как дед еду. В городе у меня 18. Ну, 14,5 без кондера, когда вот прохладно. С кондером 18 мне машина жрет. Здесь, конечно, это супер экономия. Давайте теперь... Так, шумка. Шумка хуже, чем у меня, но у меня шумка пропрыжена. Я не помню, как было. А тут сразу вот я чувствую, что шумы, но вместе с этим подвеска это компенсирует. Те кочки, которые для меня удары, здесь я их вообще не чувствую. Здесь машина отлично глотает, и это супер. Это вот в новых машинах фишка, вот в Копейке тоже. Копейка, несмотря на свой размер и как бы класс, она отрабатывает супер кочки. Трояк тоже это делает отлично. Вот. Ну и звук, да, это BMW. Нажимаешь, он сразу тебе, я BMW, хоть и простенькая, никаких там тюнингов, зарядов нет, но это весело. И еще тут, наверное, вот если мы переключимся в режим Eco Pro, есть вот эта вот фишка, она меня бесит. Заглохнет она сейчас? Да. Да, все, да, вот она заглохла, и мы стоим, экономим окружающую среду, экономим топливо, но очень сильно трахаем этот стартер, я думаю. Да, потому что каждый раз вот я сейчас педаль тормоза отпущу, вот она завелась. И она завелась. Все, да. Она готова ехать. Это экономично, это модно в Европе, там сейчас экономить. Мы когда в Европу летали, брали машину на прокат, там просто Opel Zafira, самый дешевый прокатный, он стоил... очень дешевая машина, она была укомплектована все равно вот этим вот старт-стоп функцией, насколько... Не знаю, я бы ее давно уже отключил, заехал бы в чип-тюнинг. Здесь у нас по вот этой вот штуке она живее чуть-чуть, чем старая. Я не знаю, как здесь называется, CIC, CCC раньше это было. Что здесь, я не знаю. Это не NBT точно, NBT это широкий большой экран, по-моему. И вот она опять заглохла. Это иногда вот раздражает. Но вот с места вот этот вот удар в спину, вот прям кайфово. Вот сейчас мы поехали. Это не в спорте, ничего, просто поднажал педаль, и она сразу вот. Так это еще, кстати, в Eco Pro. Ну да, это еще в Eco Pro. Она да. сразу понимает, что ты вот хочешь быстрее, чем обычно.
Там, если в это время вывести экран EcoPro, вот есть там режим, значит, у нас такой в информации об автомобиле, вот, Efficient Dynamics, да, то есть как бы эффективная динамика. И он как бы в режиме EcoPro дает подсказки, да, то есть что ускоряться плавнее, там тормозить плавнее, и как бы вот там какие-то вот эти вот еще звездочки за ускорение и прогнозирование, что называется, потока. Он как бы присуждает тебе какие-то там псевдобаллы, насколько я мог разобраться пока, вот когда едешь и стараешься действительно ехать так, чтобы экономить максимально. Индицирует, как, насколько ты правильно Да. То есть, оценивает тебя сразу. То Да, есть. и плюс еще на торможении он показывает, тут такая функция есть, типа от полуосей и от кардана. Стрелочки идут в аккумулятор, типа зарядка на торможении у вас, когда вы педаль газа бросаете. Я вам объясню сейчас, как эта штука работает. Я у себя в пятерке ее отключил. Отключить ее оказалось просто. Я думал, мне надо будет менять какие-то блоки управления, чиповать машину, что-то взламывать. Оказалось, надо с минусовой фишки аккумулятора, от BMW воды, у которых громкая музыка стоит, и которые не знают, что с этой фигней делать. Берете фишку с минусовой клеммы аккумулятора, вытаскиваете, она там всего одна. И у вас все, весь этот Efficient Dynamics пропадает нафиг. Я объясню, как он работает. Когда вы ускоряетесь, он просто снимает нагрузку с генератора. Таким образом, убирая, давая вам дополнительную мощность какую-то. Когда вы бросаете педаль газа, он включает генератор на полную, давая аккумулятору максимально быстро зарядиться. В первом случае, когда вы ускоряетесь, у вас вольтаж падает до 13,8 вольт. Когда вы тормозите, у вас вольтаж 15 вольт. И если вы снимаете эту фишку, он переходит в аварийный режим, никаких ошибок не показывает, но зарядка у вас всегда стабильная 14,4 вольта. Таким образом, кстати, вот сейчас прикол, она сейчас заглохла. Если я поставлю на паркинг, покажи, она не заведется. Но она в режиме ready, на тахометре нарисована ready. То есть, если я сейчас захочу поехать просто, то есть мы сидим в машине, я никакие педали не трогаю, у меня стоит паркинг. Если я захочу просто поехать, я нажимаю тормоз, включаю D, и все, она завелась сама. Вот такие вот мелкие фишки, мелкие приколы, это вот в новых автомобилях очень круто. В BMW много всяких вещей, этих не расскажем их сейчас, но я думаю, BMW водам будет интересно посмотреть. Некоторые сейчас скажут, вот, он там не так сказал, он там не про это сказал, здесь все не так, здесь не... это вот впечатление просто владельцев автомобилей. Мы можем, конечно, как известные автообзорщики, сейчас открыть Википедию, прочитать, что тут мотор какой-то рестайлинговый с какой-нибудь Е34 переделанный, доделанный, какие-нибудь фишки интересные рассказать. Но мы этого всего не знаем, мы садимся, мы вот в этих машинах ездим, они хорошие, они лучше многих машин, но у них есть косяки, большие косяки, у них есть недостаток, они ломаются чаще, там тех же японцев. Неоправданно дорогие запчасти, некоторые вещи сделаны нелогично, и многое, что тут работает на вас, через 2-3 года начинает работать против вас. Например, у меня лючок бензобака, за который все спрашивают, он у меня не закрывается. Не закрывается он потому, что там не механическая защелка, а магнит. Он почему-то сломался, то ли от моего магнитного поля, то ли от басухи. Вот такие вот мелкие неприятности. Или на тройке на 90, там ключ был, который индукционно заряжался, в котором батарейку не поменяешь. Вот такие вот вещи. В целом, крутая тачка, и ехать приятно, и рычит приятно, и экономно, и вот как-то они совмещают сейчас приятное с полезным. Тут реально понимаешь, что тут очень много вложено в экономию, и в этот же момент вы можете дать ей дрозда. Очень интересная машина. И Грише спасибо, что привез нам не только свой позитив, но и тачку на обзор. Вот. Не, на самом деле очень классно, что ты сейчас рассказал, потому что на самом деле некоторые вещи ты рассказываешь, и я сам даже, я догадывался, как это работает, да, но я в принципе услышал это в первый раз так вот подробно. Да, тут таких фишек, кстати, много. Я многого сам не знаю, очень много приколов. Да, то есть машина классная, я в принципе за последние 2 года достаточно много BMW поменял, и вот это, для меня было откровением, что машина может так хорошо ехать и при этом быть настолько экономичной, да, то есть я тоже раньше дизель не воспринимал, в принципе, да, потому что, там трактор, потому что они там обороты набирают медленнее, там, потому что более узкая полка момента, хоть он и высокий, и снизов, но все равно он более узкий относительно бензинового мотора, но, тем не менее, я реально оценил, что можно ездить достаточно быстро, и при этом 6,5 литров расход, да, то есть это, даже если отбросить
бросить в сторону просто экономию в деньгах, это реально экономит время в плане, там, не надо так часто заезжать на заправку, как с бензиновым автомобилем, потому что на любом бензине, в моем режиме, вот как я езжу каждый день, да, это 200-300 километров, каждый день практически, бензиновый автомобиль я заправляю, ну, каждый второй или третий день. Я сейчас объясню вам, в чем дело. Гриша из Москвы просто. Для них поездка на заправку – это запланированное мероприятие. Да. Как для нас в торговый центр, например. Там Да, не всегда просто попасть на заправку. И, ну, как бы это запланированная реально поездка. Это даже вот ритм сам жизни, что ты вот просто вот заехал на заправку, все равно какие-то 15 минут ты там потеряешь, да, то есть как бы и вот просто вот, ну, реально, когда это приходится делать каждый второй день, это немножко раздражает. Ну и, конечно, это немножко раздражает кошелек, да, особенно когда там бензиновые моторы, расход, как вот у меня было последние там 15 лет, на всех машинах более 20 литров на сотню, вот, это стабильно там, ну, достаточно, ну, может быть, не серьезные для кого-то суммы, да, но вот если их оценить в масштабах времени, да, так и сосчитать там за количество лет, получилась бы такая нехилая сумма, да, вот, а сейчас у меня реально автомобиль, который укладывается там в месяц, ну, в бюджет там, ну, 10 тысяч рублей мне уходит, да, сейчас я где-то примерно прикинул. Ну, на ТО еще 15 уйдет. Да. Я Ну, думаю. ТО у меня получится вот с моими пробегами, наверное, раз в 2-3 месяца, да. Вот. Но в любом случае, говорю, разница вот с бензином, ну, вот на моем примере, это на этом автомобиле это 10 тысяч в месяц, ну, 12, может быть. На бензине это 30-35, иногда 40 даже. Вот, тем более я в Ростов приехал сейчас, сколько там, 1000 с небольшим километров, и, по сути, на одном баке получилось. Вот, так что вот такие дела, значит, такой вот мини-обзор. Нет, еще не все. Еще не всё. Самое главное. Самое главное? Самое главное, аудиосистема. Ну, мы кто? Ну мы же... Самое да. главное. Так, давайте начнем с косяков. Я много раз обсирал аудиосистему BMW. Я понимаю, что я, возможно, ну, вы думаете, там предвзято отношусь. Нет, она действительно дерьмовая. Ну, как бы дорогие Bang & Olufsen там всякие исправляют частично. Ну, ребята, вас обманывают. Давайте начнем с простого. Что слышит пассажир? Ну, тут у нас не очень хорошо сейчас видно. Вот если мы посмотрим со стороны Гриши, среднечастотник — это единственный динамик, который он услышит слева. Находится за рулем и за коленом водителя. Вот здесь находится у нас среднечастотник. 10. В этой комплектации у нас еще отсутствуют пищалки. То есть это единственный динамик, с которого вы слышите музыку. И под сиденьем у нас, как я уже рассказывал, и скоро у нас будет обзор, где мы в копейке меняем штатку. У нас под сиденьем стоят 16-й мидбасы в пластиковом коробе, в котором дырка такая, фазоинвертор щелевой, выходит в короб автомобиля. Это такой бред. Ну, я понимаю, на заводе BMW кто-то толкнул идею, кто-то очень уважаемый, с кем не стали спорить, и сделали такую компоновку. Но у меня вот то же самое. Гриша, вот когда большой человек сидит, видите, он, если чуть-чуть ближе подвинется, я правый динамик тоже уже не слышу. Ну, на самом деле, вот сейчас, да, нет, сейчас он более-менее Ну, открыт. потому что Гриша очень назад сидит, откинут. Ну, это для водителя, вы понимаете, да? Пассажиру уже провал. Пищалок нет, вы представляете, да? Что высокие, вот с десяточек, вытащить в принципе можно, но ущерб нижнему диапазону. В общем, есть вот такой вот прикол в BMW. И по аудио настройкам, в принципе, я сейчас не знаю, быстро получится у меня выйти, наверное, вот так через меню. Настройки и звучание. Вот. Мы можем настроить бас, требл и баланс выставить. Ну и регулировка громкости в зависимости от скорости. Там, всякое такое. Вот. Ничего вам аудиосистема сделать не даст. Нравится вам музыка, не нравится. Она вам будет, скорее всего, не нравиться. Если вы не спокойно, умеренно, в принципе, можно слушать. Но если вы валите 200 боком, то вам будет, мягко говоря, раздражать то, что аудиоряд не соответствует тому, что вы, ну, ощущениям, которые вы получаете от вот этого автомобиля. Вот. И скоро у нас будет обзор, где мы в копейке меняем штатку, посмотрим, можем ли мы улучшить просто заменой динамиков. Так, и вот самое главное, я сказал музыка, еще самое главное, про саму тачку не сказали, это внешка. Ребята, я объясню. У BMW вот всегда, ну, могу ошибиться, по крайней мере, в последнее время, модельные ряды происходят как? Они делают флагмана, а потом начинают выпускать модели ниже. То есть первая была F01 в этом семействе. Она была, ну, мягко говоря, обычной. 5
пятерка уже что-то, ну, хотя бы Е60, вот эту лисичку они исправили. Она стала похожа на Е39, на старую, прикольная, брутальная, обычный вот так, бизнес-класс. И самое удачное, я считаю, ну, копейку обделить надо было по умолчанию, потому что это как бы нижний класс, нельзя ее делать чрезмерно крутой и модной. И я считаю, что вот топ дизайна в этом модельном ряду, да, F30, F01, F10 и F20, это вот именно трояк. Давайте покажем снаружи, какие у него убойные злые фары. Надо их выключить только вначале. Нет, так мы, наверное, не увидим. Вот это вот сужение, которого в пятерке нету. В пятерке оно уже не досталось. То есть вот это вот супер дизайнерское решение, из-за которого машина смотрится очень злобно. Вот такой вот прищур. Выключил фары, так виднее будет, потому что светят. Очень злостно. И они сделали не круги. Видите, круги, они уже сплюснутые сверху и снизу, что, ну, отличает машину от, в принципе, всех моделей BMW уже за последнее время. И новые пошли еще более квадратные. Я вчера X6 видел московскую. Да. Это жесть, конечно. Вот, радиаторная решетка тут стоит уже черная с завода, что ли, да? Ну, это мне дилер Или- подарил. это уже подгонка поменял. Дилера, она в стандарте, естественно, она хром. Вот, но дилер мне сделал такой маленький подгон. Вот, Ну вот я не знаю, Бэха вот с хромированной решеткой, это такой какой-то вариант очень, как сказать, консервативный, да? Вот бумер ну, вот такой если- должен быть. Если честно, я пока не уверен, что из этого будет лучше, но мне нравится вот черный цвет, и как бы, если сейчас еще остальные элементы немножко работают, тоже А черный. тут черный просто черный или это это металлик? У них есть еще, знаешь, какой прикол? Просто черный. Он не матовый, не металлик, а просто черный, и он очень богато смотрится. Вот. Ну и так вообще по линиям, то есть вот эти вот, ну, в темноте сейчас у нас плохо будет видно, но реально надо признать, что трояк, он самый, в этой серии, он самый красивый. Сейчас посмотрим, что у нас будет. У нас уже презентовали семерку. Я не знаю даже, не буду ее оценивать. Это не в моей компетенции. Пятерка, посмотрим, какая будет. Но я думаю, новый трояк, он будет... Или он уже вышел? Не, обновленный сейчас вышел. Какой-то они- рестайлинг, да, просто? Да, это просто рестайлинг, отличается какими-то нюансами. Например, для 320D единственное значимое отличие, которое я увидел в машине новых, это то, что вот на старых машинах у нас такая малюсенькая одна выхлопная труба, что я считаю небольшим провалом, как бы, да, могли бы сделать хотя бы раздвоенную насадку. Вот, что выглядит иногда очень смешно, особенно на автомобилях с М-обвесом. Вот. На вот обновленных как раз там две трубы, это были чуть-чуть солиднее. Вот. Естественно, как бы на ходовых качествах это еще никак не сказывается, хотя, опять же, у обновленных машин вроде как там новый дизель, который не 184, а уже 190 лошадиных сил, ну и там какая-то прибавка по моменту. Но, тем не менее, говорю, вот чисто визуально я бы хотел, наверное, конечно, две выхлопные трубы, как, например, вот на пятерках делают, с теми же самыми базовыми моторами. Но вот, Ну это начнется, это ты начнешь все менять. да, я поэтому стараюсь на это не обращать внимания, чтобы просто вот наслаждаться комфортным, экономичным и надежным автомобилем, и не влезать в дебри тюнинга, кастомайзинга и, в общем, во все эти вещи, которые потом выльются в очередной какой-то проект. Хотя посмотрим, может быть, и что-то и будет. Вот, пожалуйста. Это спортивное. Ну и дизайн салона. Вот я выбирал машину, когда меня почему-то вот именно подкупил именно BMW-шный дизайн. Я всегда хотел Mercedes, честно признаюсь, E-класс. Это у меня мечта была. Но я покатался, очень скучно, очень обычно, как-то консервативно. Вот в Бэхах вот эти изгибы, линии, вот все неровное, все закошено. И я когда был в салоне BMW, в музее BMW, я был в Германии когда, они говорили, что у них дизайнеры часами проводят за парпризами разных форм и записывают впечатления от того, что они видят периферическим зрением. Это реально, говорят в музее BMW, на заводе, я не знаю, как на самом деле. То есть они впечатления описывают свои, что они видят боковым зрением. То есть вот эти вот линии все, они сделаны не просто так. Они поэтому никак на Nissan Tiani какие-нибудь ровные, не квадраты, как на Range Rover, а вот BMW-шный дизайн, он вот такой вот неповторимый и
как бы что-то я хвалю BMW, да, сейчас? Ну да, Я ненавижу BMW. BMW это не суразица на самом деле. Когда вы залазите внутрь, вот, ну, сталкиваетесь с тюнингом, с ремонтом или с чем-то еще, вы начинаете понимать, какая это плохая машина. Это действительно плохая машина во многих аспектах. Но вот ощущение от езды, визуализация и как бы, ну, стиль, ну, тут все на очень высоком уровне. Если вы готовы мириться с тем, что вам иногда надо будет заплатить. Как мне на тренировке парень говорит, нахер ты купил BMW, у меня вот Camry, там запчасти дешевые. Я говорю, и что мне, блядь, ходить всем рассказывать, что у меня запчасти дешевые? У меня дорогие запчасти. Что мне этого стесняться, что ли? Вот, ну, поэтому, ну, кому что, ну, действительно, надо признать, что Япония лучше во многих аспектах, но немцы, это красиво и стильно. И очень приятное ощущение вы получаете от езды. Я считаю, нам компания BMW теперь бабок должна дать. по-любому, потому что, ну, у меня это уже, наверное, какая 5-я или 6-я по счету BMW. Ох, нихуя себе. Вот это да. АвтоВАЗ. А что случилось? У него это самый шаровый. Шаровая Да, бывает. Вот такие вот у нас на обзоре, видите? Да, в общем, Онлайн. Онлайн. Да, онлайн, в общем, в реальном времени, собственно говоря, реальные происшествия, реальный Ростов. Интриги, Вот. скандалы, расследования. Да, ну, говорю, реально, вот как Саша сказал, если к салону BMW привыкаешь, от него уже очень сложно отвыкнуть. Потому что когда перед покупкой этого автомобиля я обошел практически всех производителей там премиум и среднего сегмента, как бы, и сравнил там салоны и Audi, и Mercedes, и как бы комфортнее всего мне все равно вот в салоне именно BMW. И как сидеть, так и просто визуально его наблюдать. Поэтому, говорю, за удовольствие приходится, да, действительно платить. Вот. Ну что? Так, ну все, спасибо, Гриша, что заехал. Очень, я надеюсь, интересный будет обзор вам. Вы подписывайтесь, Гриша, я тоже скину канал, там, как и обещал. Поэтому в один дубль все записали, я не знаю, даже, наверное, ничего вырезать не надо будет на одном дыхании. А вот смотрите. Тёма, это ты вице-чемпион России или нет? Или я путаю, да? А вроде ж не валит Тренаха. Валит уже? Нормально, вроде валит. Ладно, все, всем спасибо. Пока.